Всем привет, с вами Юлия Рыбакова, и в этом мастер-классе я покажу, как создать брошь-елочку. Не успели подготовить подарки коллегам или друзьям? Не беда, такая брошь вышивается достаточно легко и быстро, а выглядит эффектно и стильно. Можно носить сетом, сочетать с брошами-звездами или другими строгими и геометрическими формами. Начну с того, что нарисую на основе треугольник. Сначала нанесу центральную линию. Теперь низ нашей елочки обозначу перпендикулярной линией. Она у меня 4 сантиметра. Вверх по центральной линии отмеряю 4,5 сантиметра и теперь соединяю точки. Отрежу лишнюю основу и немного скруглю края. Эту елочку я хочу сделать в серебристо-голубых оттенках. Подбираю подходящие материалы. Одну сторону сразу обозначу, пришив стразовую цепочку. Я выбрала радужный цвет в серебристой оправе. Пришиваю за каждую перемычку между кристалликами. Чтобы очертить вторую сторону елочки, возьму вот такой стеклярус, пришью его по линии. Вернусь вверх вышивки и из угла начну пришивать прозрачный радужный стеклярус. Пришивать его буду не прямо, а наискосок, повторяя угол боковой линии со стеклярусом. Таким образом, вышивая линию, двигаясь вдоль стразовой цепочки. Кстати, не обязательно использовать короткий стеклярус, можно взять и другую длину, например, как здесь. Так он заполнит сразу больше пространства. В самый уголок, куда уже не помещается стеклярус, вшиваю бисеринку похожего оттенка. Теперь вдоль стекляруса нам снова нужно выложить ровную линию. Вы не обязательно должны повторить все шаги за мной, а можете использовать те материалы, которые есть у вас. А я пришью голубую стразовую цепочку без блеска. Мне нравится, когда в одной работе сочетаются разные фактуры. Другую стразовую цепь пришью вдоль второй стороны елочки. Вот так получается. Я всегда учу заполнять все пространство на основе, даже самые маленькие участки. Но сегодня мы немного отойдем от канонов, и самое главное в этой работе соблюдать геометрию и постараться ее не нарушать какими-то случайно добавленными материалами. Поэтому я советую заполнять только те пространства, которые бросаются в глаза, и желательно схожими по форме и цвету материалами, но меньшего размера. Мы возвращаемся к первой стороне елочки и снова будем работать вдоль нее. Возьму серый жемчуг и буду пришивать его вдоль стразовой цепи. Начиная сверху, не старайтесь пришить бусины слишком глубоко в угол. Это может нарушить строгую форму нашей вышивки, и одна из сторон поплывет. Следующим рядом хочу пришить беконусы. Выберу с голубоватым отливом. Беконусы, как всегда, пришиваем 2 раза. После пришивания у меня остался вот такой пустой уголок. Это слишком большое пространство, чтобы оставлять его без вышивки. Поэтому стараемся подобрать похожий материал, но меньшего размера. Возьму беконус, он немного потемнее, но это лучше, чем пустое пространство. Вдоль второй стороны пришью стеклярус. Мне немного не хватило его длины, поэтому в самый низ я добавила бисеринку, подходящую по цвету. Дальше буду использовать вот такую необычную канитель-пружинку. Ее конец можно даже немного изменить по форме, чтобы он идеально лег в уголок. Пришиваю. Вот так получилось. Места осталось немного, поэтому теперь лучше выбирать более мелкие материалы. Возьмем немного серого жемчуга и также пришьем его ровной полосочкой. Как вы можете видеть, осталось немного места снизу и сверху, но я не буду ничего добавлять, чтобы не нарушить геометрию, если у нас там появятся другие материалы, и это прервет строгие формы. Следующим этапом пришиваю стеклярус, а теперь вот такие небольшие рондели. Пришью их боком, то есть отверстием к стеклярусу. Дальше что-то совсем компактное. Сюда хорошо подойдет стеклярус покороче, а также канитель или трунцал, потому что их можно нарезать необходимой длины. Пришиваю отрезок трунцала, а за ним стеклярус. Затем еще более короткий стеклярус и в самый уголок бисеринку делика. Теперь нашей елочке нужен ствол. Сделать его можно любыми прямоугольными или квадратными бусинами, например, хайлфтайлы, как здесь. На золотой елочке я и вовсе сделала его из кримпов, которые по сути для этого не предназначены, и подчеркнула стеклярусом. В общем, полет для фантазии большой, а я для интереса буду использовать бронзовые кубические бусины гематита. Начну их пришивание с центра, чтобы определиться с шириной чуть позже. Буду добавлять по паре бусин, пока не достигну необходимой ширины. Вырезаем вышивку, стараясь не нарушить нити.
первую очередь обводим нашу елочку на уплотнители, а затем уже пришиваем к вышивке замок для броши. Теперь вырезаем уплотнитель, делая его на пару миллиметров меньше елочки. Прикладываем и отмечаем место под замок. Вырезаем и склеиваем. То же самое проделываем с материалом изнанки. Прикладываем, отмечаем, вырезаем и склеиваем. Обрезаем лишний материал, оставляя небольшой припуск, и начинаем обработку края. Я по традиции выберу американский, а вы можете посмотреть у меня на канале большое видео про обработку края, если еще не видели, и выбрать ваш любимый способ. Вот такие получились броши. Пишите, какая вам нравится больше. Носили бы такие? Не забывайте поддержать видео лайком, если оно вам понравилось, и, конечно, подписаться, если еще этого не сделали. Приглашаю вас посмотреть и другие мастер-классы по зимним брошам и желаю приятного творчества.